Друзья, привет с Карпат! Сейчас мы идем на Говерлу. В Карпатах немножко влажно, капает дождик. Но зато какой же тут прохладный и свежий воздух, особенно после киевской жары. Но сегодня не о Карпатах. Сегодня хочу поделиться свежими новостями с Пакистана, так как события там развиваются очень и очень стремительно. Тем же, кто на это видео попал случайно где-то с Ютуба, представлюсь, это Распозней. Был на Эвересте еще паре восьмитысячников. Есть у меня цель подняться на все 14 высочайших вершин мира. И этим летом я тоже должен был быть в Пакистане на вершине Броуд-Пик высотой 8051 метр. Но экспедицию пришлось отменить из-за сложностей с коронавирусом и затянувшейся летней весенней экспедиции на Эверест. Ну и в общем сейчас я тут внизу слежу за новостями с Пакистана и делюсь ими с вами. Это второй выпуск. Первый, кто не смотрел, можете посмотреть где-то по ссылочке здесь. На К2 ситуация в общем и целом весьма спокойная сейчас. 14.07 Дима Самиренко и Ира Галай спустились со второго лагеря с высоты 6800 в базу. Там они попали немножко в непогоду. И сейчас все команды в базовом лагере ждут погодного окна и выхода на вершину. К слову, погодное окно скоро обещает быть. По предварительным планам выход с базы намечен где-то на 22-23 июля. Так, чтобы на вершине быть 25-26 числа. В общем и целом погода очень хорошая. Окно выглядит таким фактически идеальным. Погода обещает быть устойчивой до 28-го. Потом по чуть-чуть начинает портиться. Но мы помним, что К2 это самый северный восьмитысячник. И погода тут может меняться очень быстро. В общем, будем следить. Ребятам удачи на подъеме и безопасного спуска. Доброе утро, друзья! Сегодня прекрасная погода в базовом лагере К2. Я вам покажу немножко нашего быта. Спим мы вот в таких вот палатках. Такая палатка на одного человека, что очень удобно. Хватает места разложить все свои вещи. Днем становится крайне жарко, и мы ложим на свою палатку спальный мешок. Тогда не так жарко. Вон как там. Эти разноцветные флажки — это обряд пуджа, который проводят непальцы перед любым восхождением в горы. Они очень суеверный народ, для них это крайне важно. На Броуде сейчас же ситуация развивается гораздо более динамично. 17.07 все команды стартовали с базового лагеря. 18.07 первая трагедия в Пакистане, погиб хаб. Это High Altitude Porter, высокогорный портер, аналог непальских шерпа. В Пакистане, только в Пакистане погиб возле третьего лагеря. И ни дексаметазон, ни кислород не помогли ему спуститься. Добрый день всем. Хотел сегодня рассказать про быт базового лагеря, но у нас случилось несчастье на соседнюю гору Броуд-Пик. Вот это было восхождение, и один из гидов погиб. Не хватило сил спуститься с третьего лагеря, и он погиб. Сейчас тело спускают вниз. Горы, они такие. В этот же день, 18 июля, многие восходители достигли вершины, но те, за которыми мы следим, в частности, фрирайд в зоне смерти, Виталий, Антон и Томас решили развернуться. Подъем был очень длительным, очень затяжным и долгим. И они с высоты примерно 7900
решили развернуться, чтобы попробовать подняться уже через неделю на вершину, когда будет следующее погодное окно, а не рисковать и не идти в ночь на гору. В числе поднявшихся на вершину был и легендарный корейский альпинист Ким Хон Бин. Он уже закрыл программу 7 вершин, был в 26 экспедициях на 8000-тысячнике. В одной из экспедиций он, кстати, потерял все пальцы на руках. И Broad Peak стал для него финальной вершиной в программе 14 8000-тысячников. Программе, которую я тоже хочу пройти. И о которой, кстати, у меня есть детальный выпуск на канале. Ссылочка тоже где-то тут сверху должна быть или в описании. В общем, Ким поднялся на вершину. Но, как вы знаете, подняться на вершину это только половина, если не треть дела. И на спуске с Броуд-Пика в этот день разыгрались очень такие драматические события, которые достойны отдельной книги или фильма. Хронику этих событий отлично подсобрала Анна Пиунова, редактор Mountain.ru, и в чем-то буду опираться на ее тайминг. Итак, Настя Рунова, у нее в активе уже было бескислородное восхождение на Лхотзе в 2019 году. Поднялась на вершину примерно в 14:30. Это позднее время, но, как я уже говорил, что подъем был долгий и затяжной, и в принципе это окей. Примерно в 10 вечера появилось сообщение, что девушка сорвалась и упала в трещину. В это время Виталик и Антон уже были в 3-м лагере и уже в принципе спали и отдыхали. По связи их поднимают, ребята собираются и выходят вверх на помощь Насте. Около полуночи передают по рации, что Насте получилось с помощью восходителей, которые были рядом, выбраться с трещины. И около 3 утра Антон с Виталиком уже встречают ее. Девушка в тяжелом состоянии, но не критическом, потеряла кошки тоже в трещины. Томас отдает ей свои кошки, сам же он спускается на лыжах. И примерно в это время получают информацию, что Ким Хон Бин тоже провалился в ту же самую трещину. Антон уколол Насте Декс, и они с Томасом и Настей начали спускаться в 3-й лагерь, и примерно к 4 утра уже были в 3-м лагере. После этого дальше спуск они не могли продолжать, остались в 3-м лагере до утра. Виталий же берет кислородный баллон и с высоты 7400 отправляется на 7900 вверх на помощь корейцу. Около 11 утра они с Хапом, высокогорным портером, пытаются того вытащить с трещины. В это же время Настя с другими восходителями уже спускается вниз в сторону базового лагеря. Ближе к 12 дня Антон берет еще один кислородный баллон и выдвигается навстречу к Виталику с 3-го лагеря. В 15:35 ребята встречаются, начинают совместный спуск. Где-то спускаются на лыжах, потом видимость падает, им приходится идти пешком. Но в результате к 8 вечера Настя и ребята уже в базовом лагере живые и здоровые. Виталик с Антоном, конечно, просто герои. После попытки штурма проделать еще такую спасательную операцию, это стоит очень много. Ребята прям молодцы. Ну, к сожалению, если подытожить, уже 2 погибших на Броуд-Пике в этом сезоне. Высокогорный портер и Ким Хон Бин. Большое сочувствие ихним родным и близким. А нам же, тем, кто ходит в горы, пожелаю, чтобы количество подъема всегда равнялось количеству спусков. Все, пока, ребят.